Энергия, алмазики, батл-пассики, специальные предложения. Прошу, вернись к пекарне, Габен ждет. Не. Ну хотя бы кредитку отдай. Мы тебе PS5 купили. А там будет рекламка? Пару лет назад было невозможно представить, как огромная игровая компания захочет вдруг резко пересесть с удобного геймерского кресла на мобильную табуретку. А потом это происходит в первый раз, а на второй уже начинается паника. Ubisoft, может, не надо? После того, как Vivendi по пацанским понятиям отобрала у юбиков главного мобильного разработчика Gameloft, наша любимая инди-студия немного сошла с ума. Пацаны, давайте сюда телефоны. И теперь все ее будущие проекты нацелены под free-to-play. Но не переживайте, ведь вам не обязательно донатить. Вас никто не заставляет. Просто без доната вы будете... В основном у Ubisoft 3 типа мобильных игр, которые приносят много денег, созданные чисто по приколу, и в которые никто не играет. В основном в них никто не играет. Ну что же это за таинственные игры такие? My Little Pony. Как тебе такая цена за лошадку? Нравится? Нравится лошадка? У нас таких еще много, сука, купи лошадь. Horse Heaven — старая добрая веселая ферма, где вы кормите коней, убираете их дерьмо и ждете, пока они займутся животным кексом в надежде вывести ту самую легендарную кобылу. Господи Иисусе, Ксюша Собчак! И все это очень мило, пока не узнаешь, что на самом деле это подпольное животное казино Ubisoft. Я считаю это достойным продолжением оригинала 2006 года, где был вполне себе работающий рынок работорговли лошадьми. В смысле был? Так, а это вообще легально, что вместо игры Ubisoft ставили отдельный сайт в Play Market? Опасно, сука, но смело. Ну хотя бы донат здесь ограниченный, в отличие от Южного парка, где вам нужно не просто выбить эпическую карту, а сделать это несколько десятков раз. Но все достаточно просто, если у вас есть лишние 500 рублей в день. А, у вас нет денег. Можно, конечно, играть и без вложений. Наверное. Еще никто не пробовал. Но счастье заканчивается с приходом обязательного PvP, где невозможно сдаться и остается только смотреть, как вас не заводят до атомов. Но легче всего просто запороть аккаунт, неправильно прокачав персонажей. Ведь рандомные ресурсы с одной локации можно забрать ограниченное количество раз. А дальше только бесплатные подачки. Они тут так и называются. Халява. Халявы не будет! Если не смотреть на ценники, игра сделана добротно. В духе классических ККИ. Даже суть Южного парка передали. Вначале я создал шикарную бородатую черную азиатку, а за хорошее поведение мне показали мультик. Ну что, мультик видел? Бабло гони. Я настолько хорошо управлял телефоном, что лично Ubisoft позвонили и предложили зайти в их магазин. Хотя в основном вам будут звонить зашифрованные работники, чтобы вы спасались от этой игры. Главный совет для работяг: не тратьте доллары. Игровые тоже. Ведь за них можно купить сезонный пропуск. 17-й сезонный пропуск, Карл! И будьте готовы к читерам. Ubisoft в принципе на них плевать. Игра же не просто так называется — разрушитель телефонов. Поэтому для комфортного мобильного гейминга от компании Добра готовьтесь закупиться на Алике 8 телефонами, удобным креслом для игры на андроиде, мочевым охлаждением и портативным пауэрбанком. Ах да, еще и китайцам, который будет во все это играть. Готов к обмену на настоящую женщину из почти натуральных материалов. Главное успеть добавить все артефакты в корзину на 29 марта и получить дополнительные купоны в честь дня рождения Алиэкспресс. Мужайтесь, девочки! Распродажа близко! А с увеличенным кэшбэком от Letyshops вы сможете вернуть целых 15%. И шанс выиграть один из 11 айфонов 12 Pro Max. Все просто и элегантно. В отличие от игр Ubisoft. Граутопия практически рабочая террария для тех, у кого нет 400 рублей, но есть пару тысяч на донат. Интересно, сколько нужно потратить, чтобы получить ауру денег? Главное, чтобы после вас не забанили за продажу казино. Это позволено только Ubisoft. А местная комьюнити настолько дружелюбная, что игра умудряется держать одновременно рейтинг 6+, сцены эротики, употребления алкоголя и насилия. Но Граутопию хотя бы поддерживают, в отличие от других игр. Мало того, что уволили Мишеля Анцеля, так еще и надругались над его играми. Реймонд, покажи на этой кукле, где Ubisoft тебя трогали. Первую часть хоть и можно купить, но она уже как пару лет не работает. При этом деньги не возвращают. Ubisoft, вы охренели или да? Их нет, они пропали. Fiesta Run все еще можно купить, и она даже будет работать. Почти стабильно. А на оценки не смотрите, игра в порядке. До того момента, пока вы не узнаете, что сохранения не работают, а купили вы ее только на одно устройство. Даже я в шоке.
ТикТоке. Больше всего вопросов к Rayman Приключения. Я игнорировал донат за возможность просто поиграть. Скины по цене Watch Dogs'а. Лото забаву. 30 минут рекламы в день. Я игнорировал даже оскорбления целого народа. Но почему игра стала выглядеть хуже обоих прошлых частей? Можно ли продавать Full HD отдельно? В свое время над проектом старались. Кто-то ведь даже историю скинов придумывал. А вы, падлы, этого кого-то уволили. И остался только Rayman и бесплатный голубой Rayman. Голубой, не хотим играть с тобой. С платными играми у Ubisoft в целом проблема. Вален Хард, мой маленький шедевр за 900 рублей. Как насчет запуститься на моем Xiaomi? Нет. Может, хотя бы деньги вернете? Нет. Идентификация, несмотря на свою скромную стоимость, одна из самых экспериментальных частей Ассасина, без которой не было бы даже Вальгаллы. А в чем, собственно, экспериментальность? В магазине. Игра вообще не палится, чего именно от вас хочет. А вот сюжет меня впечатлил. Его нет. Как и открытого мира. Остаются бесконечные миссии и платная DLC. Хорошо, что эта часть уже в прошлом. Ведь настало время нового портативного... Ина. Все правильно. Не настолько это брендовая серия игр, чтобы не рекламировать в ней Raid Shadow Legends. И работать она тоже не обязана. Все, кто против, угнетатели независимых разработчиков. Что вам сделала детская безобидная игра? Да в ней сюжета от Ассасина больше, чем в основной серии. А локации огромные и разнообразные, с уникальным геймплеем, завязанным на удаче. Интересно, что случается в оставшихся 5% прыжковеры? И впервые контента реально много. Даже Ubisoft иногда преследует хорошие идеи. Но эта компания быстрее, поэтому донат тоже опережает полноценные части. Они вообще понимают, что шейхи не играют в говно. Максимум в доту. А вот Just Dance Now я реально советую. Игра сделана идеально для геймеров. Ведь нам необходимо больше двигаться, пока эти бабы всех нормальных парней не разобрали. Но не слишком много. Один бесплатный танец в день. Все-таки Ubisoft о нас заботится. Особенно радует небольшая стоимость подписки. На день и на месяц. Точно не уверен, но кажется, это тест на IQ. Я не люблю думать. Я люблю пиу-пиу. И не так давно в Google Play был отличный китайский клон Радуги. К сожалению, Ubisoft со слезами на деньгах пришлось засудить и удалить Area of Two. Ведь они планировали выпустить свою версию для фанатов Rainbow Six. Ну да, графика мультяшная и от оригинала сильно отличается. Но довольно неплохо. Надеюсь, в игре такая же. Вокруг сплошное наебалово. Может, не все так плохо. Здесь вроде есть добивающие выстрелы. В смысле, добивающий выстрел от Ubisoft? Спасибо, хоть лутбоксы обучают открывать. В принципе, это весь геймплей. Ошибочно сравнивать Elite Squad с Raid Shadow Legends. Ведь в рейде 5 персонажей, у каждого из которых несколько скиллов и огромное количество тактик. Предлагаю альтернативу. В Elite Squad целых 2 кнопки. Тогда как в Candy Crush их 4. Вверх-вниз, право-влево. Наконец-то. Достойный соперник. Я потратил около 20 часов, и у меня логический вопрос к разработчикам. Здесь нет сюжета, нет контента, нет геймплея. Мы просто смотрим. Что, блядь, делать в этой игре? Платить? Зато без внутренней рекламы, ведь это важный бренд. К Might and Magic Ubisoft относится проще. Как к говну. Поэтому все сомнительные попытки соединить Red с покемонами и Auto-Chess с Battle Royale гордо приписывают этой серии. Фанатам есть что сказать? Пострадала только моя гордость. Как бы ни старались все эти игры вытянуть из вас последние гроши, они ничто перед самой прибыльной мобильной легендой Ubisoft. Голодная акулка и Голодная акулка 2. Это вам не какие-то инди-поделки от 5 немытых шведов. Здесь серьезная студия из 50 профессионалов на протяжении 11 лет, продвигающих культуру акулок. Это лучшая работа в мире. Но только акулок. Хенри Дрэгон, ты приемный. Эти игры идеально подходят для детей возрастом от 1 до 99. Типичный таймкиллер, где мы по-детски будем пожирать беззащитных людей. Каждая часть полностью повторяет все полюбившиеся нам элементы. Донат с размером с ВВП Украины, бесконечное количество моделек, одежды, шапочек, питомцев и уникальную систему рекламы. Вначале ее мало, но с прокачкой аккаунта ее будет становиться все больше за каждое ваше действие. Будь добры, помедленнее. Я записываю. А для любителей подумать... Тебе думать еще рано. Есть абсолютно бесплатная головоломка Rabbids Coding. Стоп, в смысле, блядь? Это просто игра без доната, без рекламы? Бред какой-то. Можно, пожалуйста, нормальную игру? Так, визуальная новелла, где каждый ответ за энергию. Безупречный баланс. Я бы даже играл в это. Но, к сожалению, для City of Love в этом мире существует накопара. Trials Frontier заставляет задаться философским вопросом. Если игра больше не поддерживается, но в ней все
все еще работает магазин. Она считается мертвой. В теории все еще можно установить и получать удовольствие. Постоянные смерти, как и раньше, бесплатны. Главное не потерять голову от такой щедрости. А вот за все остальное... Милости прошу к нашему шалашу. Про Бравхалу я бы много чего сказал. Отличный файтинг, если вы слишком богаты для Марио. Но это не игра для телефонов. Она же есть на андроиде. Это не телефонная игра. Mantic Quest for Epic Loot — наглядный пример, что будет со следующими проектами Ubisoft после заявления о переходе на Free-to-Play. 8 лет назад это был амбициозный проект, способный запускаться на всем, где есть интернет, включая тостер от Razer. Но в какой-то момент все свернули, наработки переделали под телефон, добавили в конце RPG, и теперь это уютное место для просмотра рекламы. Достаточно разнообразное место. Контента много, арена. А по сюжету мы ищем главное сокровище мира, чтобы стать королем пиратов. И все это выглядит очень дорого. Ведь было создано на трупе настоящей игры. Ubisoft до сих пор пытаются отбить затраты. Не, ну 3 Battle Pass одновременно перебор, я еще VIP-подписку не оплатил. И я, конечно, не специалист, но для фэнтези-коллаборации лучше подходит русский спецназовец. Итог. Ubisoft, прежде чем делать мобильные игры, освойте хотя бы функцию сохранения. Парни. Так как я теперь официально мобильный геймер, готов обозреть полностью самую упоминаемую игру в комментариях. Лайк, если идея понравилась, подписка на 4, если любишь ходить в детский сад, когда тебе за 30.